Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня предлагаю вам приготовить закусочный слоеный пирог с курицей. Пирог получается сочным и готовится так же просто, как и все мои пироги. Для начала подготовим все для начинки. Одну морковь нужно натереть на крупной терке. Луковицу нужно очистить и мелко нарезать. Шампиньоны нужно очистить, вымыть и нарезать ломтиками. Нужно примерно 300-400 грамм грибов. Я нарезаю такими слайсами. Вы можете порезать соломкой, как вам больше нравится. Куриное филе также нужно мелко нарезать, нужно примерно 600 грамм. Теперь разогреваем на сковороде растительное масло. Выкладываем куриное филе и хорошо его обжариваем, периодически помешивая. Высыпаем измельченный лук и еще раз немного обжариваем. Теперь можно добавить морковь и еще немного обжарить. Последними высыпаем шампиньоны. Добавляем соль, молотый черный перец и немного зелени, у меня замороженный укроп. Теперь все хорошо перемешиваем и тушим минут 10-15 под закрытой крышкой. Начинка для нашего пирога готова. Кроме того, нам понадобится 3 больших листа тонкого лаваша. Таким образом разрезаем их пополам. Листы должны быть по размеру вашей формы. Начинаем собирать наш пирог. Дно и бока формы смазываем растительным маслом. На дно выкладываем лист лаваша, сверху распределяем немного начинки. Таким образом слои повторяются. Сразу поделите визуально начинку на нужное количество слоев. У меня 6 листов лаваша, значит получится 5 слоев начинки. Последним должен быть лист лаваша. У меня на канале есть еще простые и вкусные рецепты из лаваша. Ссылочки обязательно оставлю в описании под этим видео. Теперь приготовим заливку для пирога. В чашу разбиваем 3 яйца. Добавляем соль, молотый черный перец по вкусу. Немного взбиваем венчиком, чтобы все просто перемешалось. Выливаем 400 мл молока и еще раз все взбиваем до однородности. Полученной массой заливаем наш пирог. С такой заливкой пирог получится сочным и не сухим. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40 минут. Затем фольгу нужно снять и запекать пирог еще минут 10, чтобы верх немного зарумянился.
Пирог получается сытным, поэтому его можно подавать даже в качестве самостоятельного блюда. Он очень вкусный как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!